Он сидел в дорогом ресторане в центре Нью-Йорка, за столом, накрытым так безупречно, будто это была репетиция идеальной жизни. Рядом его невеста Лиана в платье цвета шампанского, ее родители, сияющие от счастья, изысканные блюда, блестящее серебро. Но внутри Эрика Рейнса, 35-летнего наследника крупной строительной корпорации, царило странное, тяжелое напряжение. Он смотрел на девушку, которую собирался сделать женой, и не мог понять, почему вдруг исчезло чувство уверенности. Когда за стол подошла официантка, он впервые за вечер отвлекся. Молодая женщина, лет 25, с честным усталым взглядом, поставила перед ним бокал и тихо прошептала: «Эрик, пожалуйста, не делай этого». Она назвала его по имени, не мисс Рейнс, как остальные сотрудники. В ее голосе была тревога, будто она знала то, чего не знал он. Эрик замер. Он пытался вспомнить ее лицо, и спустя несколько минут вспомнил. 3 года назад, после гибели жены, он часто заходил в маленькое кафе в Манхэттене. Там работала девушка по имени Кейт, единственная, кто разговаривал с ним, как с обычным человеком. Потом кафе закрылось, и она исчезла. И вот она снова перед ним и предупреждает. Эрик не выдержал. После ужина он последовал за ней. Кейт стояла у стойки, ее руки дрожали. Когда она подняла глаза, в них не было страха, лишь печаль. «Ты совершаешь ту же ошибку», — сказала она тихо. «Лиана не та, за кого себя выдает». Позже, встретившись с ней снова, Эрик узнал правду. Лиана когда-то встречалась с братом Кейт, простым парнем, который поверил в нее. Она использовала его, оставив в долгах, и он не выдержал давления. После его смерти Кейт пыталась начать все сначала, но факт оставался фактом. Лиана разрушала людей ради выгоды. Теперь ее новой целью был Эрик. Проверив факты, он понял. Кейт говорила правду. Все мелкие странности, уклончивые ответы Лианы, ее идеально выученные истории — все встало на место. На следующее утро он отменил свадьбу. Без скандалов. Просто ушел. Лиана кричала, угрожала, обвиняла Кейт, но Эрик ощущал лишь облегчение. Через несколько недель он снова пришел в ресторан, где работала Кейт. Постепенно они начали общаться. Не как богатый мужчина и официантка, а как 2 человека, переживших потери. Эрик помог Кейт открыть маленькое кафе в Бруклине. Он вложил не миллионы, а поддержку и веру. Она назвала его «Second Chance», второй шанс. Так началась их новая жизнь, без роскоши, но с тем, чего не хватало обоим — честностью и теплом. Однажды он сказал ей: «Ты спасла меня, когда я сам не верил, что чего-то стою». Кейт ответила: «А ты доказал, что добро еще существует». Иногда судьбу меняет не громкий поступок, а тихий шепот. «Не делай этого». Эрик услышал и спас не только свою жизнь, но и душу.